Привет. Ну что, давай поговорим. Завари себе вкусный чай или кофе. У меня сегодня просто вода. Вчера смотрела мультик. Да, я очень люблю мультики, и мне кажется, я буду смотреть их до конца своей жизни. Я очень люблю мультики, просто потому что мозг отдыхает в момент, когда ты смотришь мультики, но при этом при всем большинство мультиков, которые сейчас существуют, они несут какой-то более глубинный смысл, чем просто посмеяться. Один из моих мультиков — это «Кунг-фу панда», и вчера как раз смотрела третью часть. Кто смотрел, там как раз про момент, когда его отец возвращается, и опять надо спасать деревню. И в этот раз спасением деревни является пробуждение ци. То есть пробуждение собственной энергии. Ци — это твоя природная энергия и твоя природная сила. И там, чтобы пробудить свое ци, нужно было ответить на вопрос: кто я? И это, знаете, заставляет задуматься, как часто мы задаемся вопросом «кто я?». Я знаю очень много людей, которые живут по системе, по определенным шаблонам. Родился, отучился, поженился, построил дом, посадил дерево. Как бы стандартная система, и многие люди даже не задумываются, не задаются вопросом: а для чего вот это все, для чего жить по вот такой вот системе, кто вообще придумал, что нужно жить именно по такой системе. Но сейчас очень классно, что очень много людей начали задаваться вопросом: кто я, для чего я здесь. И это такая категория людей, которая не хочет больше жить по вот этой стандартной системе, которая хочет познать глубину этой жизни. И это очень классно. И знаете, вот этот вот период, когда ты начинаешь задаваться вопросом: кто я, для чего я, это как раз тот период твоей эволюции и твоего роста. Так как я мастер игры Лила, и я буду нет-нет ссылаться на игру, так как это один из моих главных инструментов по самопознанию и для помощи другим. Как я говорила, у каждого мастера свое поле, но самое важное, что в этом поле неизменно, это вот эти вот линии, из которых состоит поле. И эти линии можно интерпретировать по-разному. И одна из интерпретаций этих линий — это уровни сознания. То есть мы входим в игру и рождаемся в игре с первой клетки, клетка рождения. Наше рождение в этой игре жизни. И первый уровень примитивный, животный, такой уровень животных инстинктов. И то, как мы в течение своей жизни развиваемся, поднимаем свой уровень сознания, и выход из клетки, из игры на клетке 68, на высшей линии. И вот вся наша жизнь — это вот развитие, наш рост и то, как мы эволюционируем. Как это показано на игре, и точно так же мы проживаем свою жизнь. Мы рождены для того, чтобы эволюционировать, развиваться. В первом видео я говорила, к любому знанию нужно быть готовым. И когда человек внутренне, его душа становится готова к тому, чтобы выйти из системы, из шаблонных действий, из жизни по шаблону, он начинает задаваться вот этим вопросом. И в этот момент очень часто у людей
непонимание, что делать, непонимание, куда идти, непонимание, чем заниматься. Человек может терять энергию, у человека может быть такого рода, как депрессия и апатия. Но это всего лишь такой путь становления на свою вот эту вот точку невозврата, на свою точку отсчета, откуда начинается твой рост. Сейчас очень много людей, которые не чувствуют вот этого вкуса к жизни, интереса к жизни. И это нормально. Просто не теряйте терпения, не теряйте своего вот этого вот стремления узнать. Вы можете просто даже посидеть в тишине, наедине с собой и попросить Бога, Вселенную, Творца, во что вы верите, просто направить вас. И просто каждый день просить Бога направить вас к своему развитию, к своему росту, к чему-то новому в своей жизни. И ваша задача уже будет потом просто уметь видеть те знаки, которые вам отправляет Вселенная и Бог. Там в мультике в конце, когда он уже борется с врагом, он обретает вот эту свою энергию ци, и он начинает говорить. Who are you? I've been asking the same question. Am I the son of a panda? The son of a goose? A student? A teacher? Turns out, I'm all of them. I am the Dragon Warrior. И вот когда вы поймете то, что все эти ваши роли, которые в вашей жизни присутствуют, роль отца, матери, дочери, сына, друга, брата, сестры, работника, все эти роли, они были даны вам как раз для вот этой эволюции и для раскрытия вашего потенциала, для развития вас. Поэтому признайте всю вот эту свою силу и перестаньте недооценивать свои роли. Вы прекрасны в каждой своей роли. В роли дочери, в роли отца, матери. Нам кажется, да, то, что я ничего не добился, я просто там сын, я просто дочь. Но даже сыграть в этой жизни, в жизни-игре, сыграть эту роль хорошо, это и может быть вашим главным потенциалом. Поэтому почаще задавайтесь вопросом, кто я? И если у вас будут какие-то вопросы, какие-то еще темы, которые вы хотите раскрыть, пишите в комментариях, я с удовольствием на них отвечу и постараюсь, может, в следующих видео раскрыть еще темы, которые вам важны и нужны. Обнимаю вас.